Партизан вроде не собирается никуда уходить. Для нас человек с большим ростом — это уже интересная задумка. Мы их заберем себе. Но мне так понравилось, потому что наконец-таки это то, чего я хотел. К этому я стремился. Меня зовут Александр Андреевич Илюхин. Я родился в 2005 году, в декабре. Я родился в Москве. Я коренной москвич, и как не иронично было для школьной команды Москвы, ПСБ, я был единственным коренным москвичом в составе. Пока еще я не работаю, я учусь во втором меди, это РНМУ Пирогова. Пока на втором курсе. Мне еще очень долго учиться. Собираемся дальше развиваться. У нас есть много людей, которые приходят к нам в клуб и тренируются, которые перспективные новички, и мы их заберем себе. Партизан вроде не собирается никуда уходить. Все-таки сильная статусная команда, и несмотря на то, что они уже давно на ресталище, они все еще очень сильные, и они удерживают эту планку. Но Партизан не набирает сейчас себе бойцов, насколько я знаю, да и Партизан 2 вроде бы тоже. У них либо они набирают как-то там по знакомствам, когда они видят какой-то суперсильный боец, и они его тогда приглашают. У нас-то все гораздо проще. Любой человек, который приходит вообще к нам в клуб тренироваться на доспешной тренировке, он, естественно, первоочередной идет к нам, либо в школьную команду, либо потом в Вивусфера. Ну и по знакомствам, например, у нас есть люди из Дубны, из Твери тоже, и они своих знакомых приглашают. У нас есть Родион, который, я вот так вот на него смотрю. Мы, например, Мишу Бугрия тоже позвали, он давно не дрался в командах, но он сейчас дерется за нас, и он тоже для меня где-то там. К сожалению, я карлик нашей команды, с этим ничего не поделаешь, поэтому для нас человек с большим ростом — это уже интересная задумка. Мой путь в ВСБ был достаточно длительным, потому что в детстве я был фанатом «Звездных войн», и мне очень нравилась вот эта вся идея фехтования, боев, и я всегда горел идеей чем-то таким заниматься. Ну и когда наконец-таки появилась возможность, и я заполучил свой первый меч, пластиковый, к сожалению, оказалось, что мне этого недостаточно. И как-то так вышло, что я купил настоящий железный. У меня еще большее желание появилось научиться им владеть, и через YouTube я нашел канал Макса Юна, где я увидел его видео с Иисусом, который рассказывал, как владеть двуручным мечом правильно, вот эти все, почему он лучше алебарды в каких-то ситуациях. Ну и потом я вышел на СБ. Я изначально знал, что помимо СБ есть СМБ, Хема, но мне именно понравилось то, что в СБ можно командами биться, что это там битва Харуги, вот это 150 на 150, вот это вот командный дух, настоящая историческая война, что действительно можно воевать в доспехах и настоящим оружием, а не то, что вот это на касание, на укол, вот такой вот незначительный там урон нанес, получил очки и все такое. Мне как-то изначально больше нравился именно полный контакт. Мне больше всего, наверное, нравится 5 на 5 и Харугви, потому что 12-12, мне как-то кажется, это промежуточная стадия, в которой не хватает чего-то одного из Харугви и чего-то одного из 5 на 5. Потому что в 5 на 5 мне нравится бегать, вот эти вот все командные взаимодействия такие, захождение в тыл. А в Харугвиях мне нравится вот эта массовость. Я прям помню, как мы построились на Выборге электричкой и просто втаранились в трое противника. Это было настолько здорово. Я прям вот несколько месяцев, наверное, вспоминал, как это было. Прям очень здорово. Ну, я пока только в массовых боях участвовал. Хотелось бы еще попробовать в профбоях себя и фехтование на алебардах. У меня вот алебарда — такое оружие, с которым я еще ни разу не дрался, но мне очень нравится. Единственное, чем я сейчас воюю, это фальшион и баклер. Я смотрел еще на Гранд Фальшион, мне казалось, как здорово, это же двуручный меч почти, с которого все у меня в жизни началось, но потом посмотрел на то, как им орудуют, потом Дима Кунченко тоже рассказывал, насколько это эффективно, в скобочках неэффективно, и поэтому алебарда и фальшион с баклером. В СБ я на первую тренировку пришел сразу после ЕГЭ, я прям осуществил свою мечту, сдал экзамен и прям на этой же неделе и пришел. Железные тренировки у меня начались где-то, наверное, 1,5 года назад. Это была воскресная тренировка, мне дали комплект чей-то. Естественно, он был мне не по размеру, я из него выпадал. Я ходил, как эти рэперы, с такими приспущенными штанами, потому что на поясе не хватало дырок, у меня ноги все время спадали. И мне достался какой-то ржавый шлем, от которого я чуть не задохнулся, потому что первый же удар в голову, все это в меня прилетело. Но мне так понравилось, потому что наконец-таки это то, чего я хотел.
к этому я стремился. С клубом Берн меня познакомил как раз-таки Олег Шмыров. Еще когда я только думал, куда мне идти, в СБ или Хема, я как раз пришел к нему поговорить, он мне рассказал про СБ. Я прям помню, он позвонил сразу в клуб, спросил, как там с доспехами обстоят дела. Ну и как раз через него я и пришел. Меня в кандидаты на Выборге посвятили. Перед этим, год, наверное, прошел примерно. Когда у нас после хоругви был вот этот весь строй. Я помню еще этот момент, когда Бенедикт сделал предложение. Прекрасный момент. Ну и потом нас, кандидатов, вызвали перед всем клубом, сказали, что семья клуба пополнилась. Вот тогда и вступил.